Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Впервые в России суд оправдал вора в законе, признав, что подсудимый не является криминальным авторитетом. Таким вердиктом Липецкого областного суда недавно завершился очередной процесс по так называемой антиворовской статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». До сих пор все дела по ней завершались в пользу следствия, а СМИ регулярно рассказывали о криминальных авторитетах, получивших срок за свой статус. На этот раз отлаженная система дала сбой. Отсидевший более 17 лет за различные преступления, Тенгиз Гигиберия, известный в криминальных кругах как вор в законе Тенго Потийский, был оправдан и освобожден в зале суда. Чем примечателен этот уроженец Грузии, чем он заслужил снисхождение суда и какие последствия может иметь этот прецедент? Широкую известность Тенгиз Гигиберия приобрел в 2011 году, находясь за решеткой. Он стал героем выпусков новостей и причиной громкого скандала, разразившегося в одной из колоний Дагестана. Прибывший с неожиданной проверкой сотрудник снял на камеру тюремный быт авторитета и его свиты, мягко говоря, не соответствующие исправительной колонии строгого режима. На зарешеченных окнах висели уютные шторы, на стенах мягкие ковры, в камере работали телевизор, компьютер и кофемашина. К удивлению ревизора, заключенные не только не скрывали нарушения режима, но прямо в присутствии сотрудников регионального управления ФСИН чуть было не избили проверяющего. Сам вор в законе ударил по видеокамере кулаком и грозно крикнул: «Ты чего тут снимаешь? А ну камеру убрал!» Ревизор за кадром требовал от сотрудников исправительного учреждения успокоить зэков и взять ситуацию под контроль. Но те лишь испуганно мялись и переглядывались. Видно было, что трусят. Вор в законе неспешной походкой, сверкая татуировками, благополучно удалился в соседнее помещение. Его подручные закрыли за ним дверь, сообщив неуверенно топтавшимся тюремщикам и пораженному увиденным гостю с камерой, что сейчас босс оденется и тогда уж, так и быть, выйдет к ним. После того, как кадры из колонии были показаны, на одном из государственных каналов разгорелся скандал. В Республиканском управлении ФСИН тут же была проведена служебная проверка, которая закончилась кадровыми перестановками и рядом увольнений. Таким дерзким и самоуверенным Тенгиз стал не сразу. Он родился в 1974 году в грузинском городе Поти и, по данным источников в правоохранительных органах, начал свой криминальный путь в школьные годы, активно постигая воровское ремесло, которое считал самым почетным в преступном мире. Вскоре после распада СССР он перебрался поближе к деньгам, в Москву. Тут активно развивались рыночная торговля, казино и рестораны. Люди при деньгах хранили купюры в барсетках, удобных сумочках, которые носили в руках. Грузин в совершенстве овладел искусством их похищения, чтобы никто не видел его лица, предпочитая воровать из машин. Ловкость рук и никакого мошенничества – подходящее для него описание. Оперативники знали, что есть такой ворюга, вели с ним профилактическую работу, но он был мастером своего дела и не попадался милиционерам с поличным. По данным издания Prime Crime, в 1996 году состоялась его коронация. Он давно стремился к этому титулу, и ряд грузинских воров готовы были поддержать барсеточника. Но другие авторитеты считали Гигиберию неподходящей кандидатурой. Молодой, без серьезного послужного списка и тюремных сроков в биографии. Решающее слово оказалось за авторитетным вором Николаем Зыковым, известным в криминальном мире под кличкой Якутенок. По его решению и при участии воров в законе Гии Кутаиского и Шалвы Хонского, барсеточник из Поти получил желанную корону. Так Тенгиз Гигиберия стал вором в законе Тенго Потийским. Несмотря на полученный титул, новоиспеченный вор в законе не стал лезть в активную криминальную политику, продолжив заниматься кражами. Отстраненность от большого криминала была связана со сравнительно небольшой известностью новичка среди коллег по опасному бизнесу и его довольно юным возрастом.
В нулевые вовсю бушевали криминальные войны, и Гигиберия не спешил сложить в них голову. Тем более, что в воровской среде ходили слухи, что Якутенок поддержал грузина не из уважения к его авторитету, а за вознаграждение в несколько тысяч долларов. К началу нулевых Гигиберия обзавелся последователями из числа молодых соотечественников и перешел к квартирным кражам, которые регулярно превращались в вооруженные грабежи. Так, осенью 2003 года поддельники забрались в квартиру столичной бизнесвумен Татьяны Кузнецовой. Было около 4 часов утра, и супруги крепко спали. Бандиты растолкали их и избили, требуя отдать все деньги и ценности. У семьи буквально выбили свыше 1 миллиона рублей. Столичные сыщики вышли на след вора из-за его оплошности. Обокрав квартиру девушки, уехавшей в свадебное путешествие, и забрав 255 тысяч рублей, обычно осторожный и аккуратный в своем ремесле Гигиберия на этот раз оставил отпечаток пальца, по которому на его след вышел уголовный розыск. Впрочем, по данным источников в правоохранительных органах, причиной провала стала вовсе не оплошность, а другие воры в законе. Якобы Тенгиза Гигиберию сдали авторитеты, которые считали его воровской статус незаслуженным и купленным за деньги, да и просто хотели избавиться от конкурента на своей ниве. Обыск дал достаточно доказательств преступной деятельности Тенга Патийского. Нашли нож, который принадлежал одной из потерпевших, 1-долларовую купюру с ее подписью и множество краденных ювелирных украшений. В ходе расследования вскрылись и другие преступления вора. Выяснилось, что в 2004 году Тенга Патийский расстрелял бизнесмена в Москве. За его злодеяние в 2005 году Останкинский районный суд Москвы приговорил Гигиберию к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Вор в законе отбывал наказание в Елецкой колонии, однако в 2017 году его перевели в тюрьму Владимирский Централ. Гигиберия отбыл свой срок и должен был освободиться в сентябре 2020 года. Но за год до этого в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась статья 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Ее введение в законодательство силовики долго добивались, мотивируя борьбой с организованной преступностью. Зная, что Тенга Патийский является вором в законе, против него в конце 2020 года возбудили уголовное дело. В феврале 2021 года начался суд. В материалах дела содержались подробные сведения о том, что Гигиберия пользовался авторитетом и статусом вора в законе, в том числе собирал с заключенных дань во время отсидки. Сидельцы двойки отчисляли на содержание вора в законе от 1 до 4 тысяч рублей ежемесячно. Законника обвиняли в том, что, пользуясь своим положением, он разбирался во внутренних делах арестантов и имел на них влияние. При этом активно пропагандировал криминальную культуру и воровские идеи, сплачивая вокруг себя не только уголовников со стажем, но и молодых арестантов. Личным примером демонстрировал неуважение к правилам исправительного учреждения, за время отбывания наказания получил 310 взысканий. В качестве доказательства вины Тенга Патийского обвинения представила суду свидетельские показания о получении им воровского статуса в 90-е. На высокое положение в преступной иерархии указывал и тот факт, что все его тело буквально испещрено татуировками. Прокурор затребовал для авторитетного подсудимого 11 лет лишения свободы. Титул вора в законе появился в исправительных учреждениях еще в 30-е годы. С той поры им владели люди, которые причисляли себя к элите преступного мира. Эти люди решали сложные вопросы уголовной среды, судили, кто прав, кто виноват, и никогда не сотрудничали с властями. При задержании авторитета для проверки борцы с организованной преступностью часто применяли следующий метод: задавали ему на видеокамеру вопрос, является ли он вором в законе. По устоявшимся в криминальном мире правилам авторитет не должен был отказываться от своего статуса. Но после принятия антиворовской статьи многое поменялось, воры в законе стали отказываться от титулов перед официальными структурами. Так, с начала апреля многие криминальные авторитеты, находящиеся в российских колониях и тюрьмах,
начали массово отрекаться от своих титулов. При этом о своих решениях они заявляли не на воровской сходке, а посылая официальные заявления на имя директора Федеральной службы исполнения наказания России Александра Калашникова. Вот и Гигиберия пошел похожим путем и в суде неожиданно заговорил о невиновности. Он заявил, что с того самого дня, как узнал о появлении в российском законодательстве антиворовской статьи, делал все, чтобы под нее не попасть. Обещаю вам от всей души никакими преступными действиями не заниматься. У меня есть 2 малых детей, которых я вживую ни разу не видел. Они выросли. Я просто хочу им объяснить, почему я не был с ними, почему они без меня росли. Подсудимый заявил, что с 2011 года находился в одиночной камере, а потому физически не имел возможности влиять на внутреннюю жизнь исправительного учреждения и его сидельцев. Но факт того, что нанесенные на его тело и еще в 2011 году татуировки воровские, и то, что он действительно законник, не отрицал. Тенга Потийский признался, что свой статус в криминальном мире использовал, но по его словам, все это – дела давно минувших дней, а сейчас он думает только о том, как бы избавиться от опасного титула и больше не считает себя вором. Тут-то и возник сложный юридический казус. Судья спросила у прокурора и приглашенных экспертов из правоохранительных органов, боровшихся с организованной преступностью, как именно законник может раскороноваться. Оказалось, что процедуры добровольного отказа от статуса попросту не существует, воры снимают корону с провинившегося законника принудительно. Тенга пояснил, что происходит раскоронация по-разному, отправляются так называемые прогоны. Такие криминальные документы с воровскими звездами пишутся специально обученными писарями и только синей ручкой. Кроме того, существуют также устные прогоны, которые передают друг другу представители криминалитета. Судья: вы что-то подобное сделали? Гигиберия: я собирался это делать, когда освобожусь. Хотел увидеть воров. Я хотел освободиться и заниматься своими делами. Если какое-то чудо случится и я освобожусь, я вам слово даю, преступной деятельностью не заниматься и жить со своей семьей. Ваша честь, я порядочный человек и клянусь всем святым, из выступления Тенга Потийского в суде. За год с небольшим, по статье 210.1, занятие высшего положения в преступной иерархии, было осуждено немало криминальных авторитетов, и в оправдательный приговор для подсудимого никто из следивших за процессом не верил, но суд принял сенсационное решение. Подсудимый оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. Как пояснили в пресс-службе Липецкого областного суда, Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» лишь в апреле 2019 года. По закону, для привлечения к уголовной ответственности подсудимый должен был совершить преступление, начиная с этой даты. Факт занятия Тенгизом Гигиберией высшего положения в преступной иерархии, который не является бесспорно установленным, обвинение относит к 1997 году, а нанесение на тело татуировок, которые могут свидетельствовать о принадлежности подсудимого к ворам в законе, к периоду не позднее 2011 года, говорится в ответе пресс-службы Липецкого областного суда на запрос редакции. Действительно, согласно статье 10 Уголовного кодекса России, никто не может нести ответственность за действия, совершенные до вступления в силу указанного федерального закона. При этом ни одного факта, указывающего на использование Гигиберии своего статуса вора, в законе после 12 апреля 2019 года сторона обвинения не предоставила. А раз нет доказательств, что Гигиберия в данный момент вор в законе, то и суда на него, получается, нет. Его освободили из-под стражи в зале суда. По мнению бывшего оперативного сотрудника МВД Михаила Игнатова, суд принял верное решение, опираясь на те доказательства вины Гигиберии, которые были предоставлены стороной обвинения. Он напомнил, что бремя доказывания вины возложено на следствие и прокуратуру, которая представляет государственное обвинение, и по-хорошему обвиняемый не обязан убеждать суд, что он не совершал преступления.
Одной из причин вынесенного оправдательного приговора Тенга-Потийскому, по мнению эксперта, является недоработка антиворовской статьи. Игнатов уверен, что тот факт, что человек имел подобный титул, не доказывает того, что он реально занимает высшее положение в преступной иерархии и является лидером некоего преступного сообщества. Возглавлять преступную группу и вовлекать других в криминальную деятельность можно и без титулов. Если приговор утвердят, то безусловно это может иметь последствия. Это будет началом определенной судебной практики. У любого, кто называет себя вором в законе, есть серьезные адвокаты и юридически грамотные консультанты, которые возьмут эту ситуацию на заметку и будут определенным образом выстраивать линию защиты. В свою очередь, источник в МВД России отметил, что произошедшее – просто частный случай, и нет оснований думать, что каждый криминальный авторитет, который откажется от своего статуса в суде, получит свободу. В данном случае стоит дождаться решения суда высшей инстанции, который пока не утвердил оправдательный приговор Тенга-Потийскому. Официальный представитель прокуратуры Липецкой области Татьяна Ткачева сообщила, что надзорное ведомство не согласно с приговором суда и уже направило апелляционное представление в судебную коллегию по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции.